эти минуты в Донецке начинается пресс-конференция наблюдательной миссии ОБСЕ. Главные темы — ситуация в Донбассе и события под Волновахой. Прервемся, предлагаем вашему вниманию прямую трансляцию. Посетить команду нашу специальной мониторинговой миссии в Украине, которая находится здесь с самого начала работы этой миссии, с марта месяца прошлого года. Второй целью, но не менее значимой для меня, является оценка ситуации с безопасностью. Здесь в том числе оценка тех процедур безопасности, которые должны соблюдаться внутри нашей миссии и организации. Furthermore, I want to see for myself the implementation of the expansion of the mission. As you know, the mission is still expanding up to the reach of 500 monitors in total as foreseen by its mandate. И также я делаю заявление о том, что миссия расширяется, и в ближайшее время, согласно полученному нами мандату, численность нашего персонала будет увеличена до 500 наблюдателей. As well as meeting different interlocutors here in Donetsk, and I've met with the JCCC, the representation of Ukraine and the Russian Federation to this Joint Command and Control Center here in Donetsk, as well as representatives of the DPR here in town. В ходе моего визита сюда я пообщался с несколькими собеседниками, в том числе принимал участие в работе местного центра по контролю и координации, в который, как вы знаете, входят представители Украины, России и Донецкой Народной Республики. Let me first begin with our current expansion plans of the OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine. Позвольте мне теперь перейти к вопросу расширения нашей специальной мониторинговой миссии в Украине. The mission has been set up by a consensus decision of 57 participating states of the OSCE on the 21st of March last year. Наша специальная мониторинговая миссия в Украине была создана при единогласной поддержке всех 57 стран, которые являются участницами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе 21 марта. And within 24 hours from that decision, the mission has been deployed and has then opened 10 stations across Ukraine, plus one head office in Kiev. В течение последующих 24 часов после принятия соответствующего решения наша миссия уже развернула работу в конфликтных регионах, и к настоящему моменту мы имеем 10 представительств ОБСЕ по всей Украине и штаб-квартиру нашу в Киеве. The mission has been given mainly two tasks in summary in that mandate decision taken by the 57 participating states. Мандат, который нам был предоставлен 57 странами-участницами ОБСЕ, предусматривает выполнение нами двух основных целей. This is in one area the reporting, monitoring of the situation on the ground, including the security situation of adherence to human rights standards. В первую очередь наша задача состоит в том, чтобы вы наблюдали и фиксировали все факты, которые имеют место на данной территории. Это прежде всего факты, которые относятся к ситуации с безопасностью, а также факты с соблюдением прав человека. And then also report these findings back to the participating states on a regular basis. В дальнейшем выявленные нами факты докладываются всем 50 странам-участницам ОБСЕ. And in this regard, I would like to draw your attention to our daily reporting. This is a daily report that we issue 6 days a week, with the exception of Sunday. И в этой связи я бы хотел привлечь ваше внимание к нашим ежедневным отчетам, которые мы выставляем на нашем сайте 6 дней в неделю, за исключением воскресенья. Which is shared with the 57 participating states, but also with the public via our website, where this report is also accessible to all of you and the public in general. То есть мы сообщаем о результатах нашей работы не только 50 странам-участницам, но и для широкой общественности. Публика может найти эти отчеты, так же как и вы, на сайте нашей организации и миссии. The second part of the task of the mission is a dialogue facilitation duty, and that is to facilitate dialogue on the ground to further stabilize the situation in Ukraine.
И вторая часть возложенных на нас обязательств имеет отношение к способствованию диалога на тех участках, где развивается конфликт, с целью способствования восстановлению стабильности. And these two main tasks, so verifying reporting and facilitating of dialogue, form the mandate that this mission is implementing now since the 21st of March last year. And as you know, the mandate of this mission expires in March this year, 2015. И вот именно симбиоз этих всех функций по наблюдению, отчетности и по способствованию ведения диалога на месте составляют полный мандат, который был нам предоставлен в марте прошлого года и который, как вы знаете, истекает в конце марта текущего года. For the mission mandate to extend another period, it would require another consensus decision of the 57 participating states. Чтобы текущий мандат был продлен, нам необходимо заручиться поддержкой всех 57 стран-участниц ОБСЕ. Now the mandate foresees a ceiling of 500 monitors to be deployed to Ukraine. Текущим мандатом предусмотрено максимальное количество 500 наблюдателей, которые могут отправляться на данную территорию. And it is the plan of the mission to deploy 350 of those observers to the two eastern oblasts. И по плану реализации нашего мандата мы намерены отправить 350 наблюдателей в восточный регион Украины. And 150 to the remaining 8 field stations in the center, the south and the west of the country. И остальные 150 наблюдателей будут работать в других частях страны, в центре, на юге и на востоке. Прошу прощения, на западе. As of this evening, 354 monitors are deployed in Ukraine. По состоянию на текущий момент в Украине работают 354 наблюдателя. And of those, 217 in the Donetsk and Luhansk region. Из них в Донецке и Луганске находятся 217 наблюдателей. We have at the moment another 20 in training in Kiev, which will arrive at the end of this week in the Luhansk and Donetsk region, which brings the overall number in this part of Ukraine to approximately 250 monitors in the different field stations deployed. И еще 20 наблюдателей в настоящее время проходят специальную подготовку. В конце этой недели они уже будут отправлены для работы в Донецке и в Луганске. Таким образом, общая численность наблюдателей в данном регионе достигнет 250 человек. The mission expands at the rhythm of 20 new monitors per week as we go into this new year. И в новом году миссия расширяется с темпами 20 новых наблюдателей каждую неделю. And we estimate by mid-February or towards the end of February we will have reached the ceiling of the 500, that is the mandated number of monitors that we can deploy to Ukraine. И по нашим ожиданиям, к середине февраля количество наших наблюдателей достигнет как раз тех 500, которые нам дозволено включить в работу согласно нашему мандату. In addition to this international staff, we have 160 Ukrainian colleagues working with us. В дополнение к международным сотрудникам, о которых только что шла речь, порядка 160 человек из местных украинцев работают с нами. And without those colleagues, of course, our work would be very difficult, so we are grateful for the contribution of those Ukrainian colleagues to our work. Конечно, без местных сотрудников наша миссия была бы намного более сложной, если вообще было бы возможно. Поэтому мы высоко ценим тот вклад, который местные сотрудники вносят в нашу работу. You also have to understand that the OBSE Special Monitoring Mission is an unarmed civilian observer mission. Также вы должны понимать, что ОБСЕ является невооруженной гражданской наблюдательной миссией. Who is deployed, in particular in eastern Ukraine, in an environment that poses a lot of security risks and restraints for this mission. И работа этой миссии именно в восточной части Украины, естественно, возлагает определенные риски, связанные с безопасностью для наших сотрудников. And it is security of our personnel, of my colleagues that work here in Donetsk or then in Luhansk and everywhere else in Ukraine. It's the priority of myself and of the Chief Monitor, Ambassador Apakan.
И именно безопасность сотрудников ОБСЕ, которые работают и в регионе Донецка, в регионе Луганска, является приоритетом не только для меня, но и также для главы специальной мониторинговой миссии в Украине, посла Апакана. And in this regard, we have implemented rules that will mitigate the risks that we face here and elsewhere in the country. В этой связи мы пытаемся воплощать в жизнь те правила, которые помогают нам снижать риски, связанные с пребыванием в данной территории. This includes close contact with the armed forces on both sides, but also special equipment such as armed cars and personal protection equipment. Эти специальные меры безопасности включают поддержание тесного контакта с вооруженными силами обеих сторон. Естественно, участники нашей миссии имеют в своем распоряжении средства индивидуальной защиты и специальные автомобили. And in the area of security, we work very closely together with the participating states of the ОБСЕ. Что касается безопасности, мы также ведем активную работу со всеми 57 участницами ОБСЕ, странами-участницами. And with regard to this aspect, we have invited security experts of the participating states to travel along me to Donetsk this time. Именно для этого в данную свою поездку в Донецк нашей миссии были приглашены эксперты по безопасности стран, которые входят в ОБСЕ. And as a result, over 20 members of the 57 participating states have been traveling with me here for these 2 or 3 days to see for themselves the security situation on the ground and how we implement our security rules in our daily operational activities.